Ну так что там с этими самокатами? Ну там проблема, по всей видимости, будет назревать. Ты уже слышала, что у нас в городе и вообще в Москве, в Питере организовали так называемый вот это как самокат-шеринг или что-то в этом духе, как кар-шеринг, только самокат-шеринг. Собственно, до нашего города это тоже докатилось. Вот. Самокаты докатились до нашего города. Вот такой каламбур. Но проблема заключается в том, что их стало слишком много, и они как бы не поддаются регуляции. Вот очень много детей уже, ну и подростков разных, попадают в дорожно-транспортные происшествия, в ДТП. Не зная правил, они выезжают на проезжую часть и становятся виновниками происшествий. У самокатов достаточно высокая скорость, вот этих электрических. И всем хочется ездить побыстрее, детям, особенно мальчикам. И они развивают достаточно большую скорость, врезаются во все, что ни попадя, потому что сложно управлять, если там какой-то маневр, допустим, или что-то такое. А какая скорость? Ну, сколько максимум может развить самокат? Ну, я слышал, что это там они 40 километров могут, или там даже больше. 40? Да, и даже больше, возможно. Даже быстрее, чем велосипеды некоторые? Если только шоссейные велосипеды, эти, на которых очень серьезные ребята ездят вот с такими икрами. Вот. Только если их. Но я про что? Я про то, что вот эта проблема, она не только в скорости заключается у этих самокатов. Они вот ездят по проезжей части и сбивают пешеходов. То есть подросток на самокате едет с высокой скоростью. Допустим, он едет по своей полосе, условной своей полосе, хотя вот у пешеходов нет своих полос. Но, допустим, в России и в Европе, за исключением Англии, я так понимаю, у нас вот левостороннее движение. Правильно это? Правостороннее. Правостороннее, да? Да. Как правильно сказать-то? Правостороннее. Правостороннее, да. Мы движемся по правой стороне улицы. По правой стороне улицы, да. Да, если в этом, да. А руль у нас слева. Да. Да, вот я что-то тут запутался. В общем, левостороннее движение и... Правостороннее. Вот у нас правостороннее движение, и это условное правостороннее движение, которое соблюдается, так скажем, интуитивно. Если это не хаос полный, то дорожка все равно устроена так, что она визуально делится на две части. Вот слева и справа. И, как правило, в одну сторону идут, если поток достаточно большой, трафик движения людей, если он достаточно большой, то люди все равно выстраиваются, как муравьи, скажем так, как-то интуитивно. Одни вот по одной стороне идут, а другие по другой стороне идут. Да. И инстинктивно мы больше к правой стороне. Да, совершенно верно, да. И вот дети, подростки едут по этой своей полосе, впереди их, как препятствие, для них предстает человек, который идет пешком. Для того, чтобы не врезаться его, он пытается его обогнуть. Но пешеход не в курсе, что сзади едет подросток на самокате со скоростью 30 км в час или что-то в этом духе. И зачем-то пешеходу раз и захотелось остановиться, наклониться, повернуть. Вбок шагнуть. Как-то шагнуть, да, вот что-то такое. Особенно если пешеход в наушниках и не слышит, что происходит Особенно сзади. если так, да. Но он просто ходит себе, он же пешеход, он понимает, что машины ему не угрожают, он себе идет. И вот так вот шалтай-болтай влево-вправо, как хочешь. И вот бывает так, что совпадают эти моменты. В результате он просто сбивает пешехода. Километров в час? Да, это физика, да, это физика. И, пешеходу мало не покажется. Пешеходу мало не покажется, да. Но, как я сказал, это не главная проблема. Здесь, как правило, смертями не заканчивается. По крайней мере, у нас таких случаев я еще не слышал. Травмы можно получить достаточно серьезные. Травмы достаточно серьезные, да, люди получают. А вот где реальные проблемы случаются, это на дороге. Вот, допустим, есть нерегулируемый переход, зебра так называемая у нас. Да, у них также называется. У них также называется, да. Ты знаешь, зебра. Там светофора нет. По умолчанию каждый водитель должен пропустить любого пешехода, который переходит дорогу в этом месте. По умолчанию.
Вот. Но для водителя, люди, которые переходят дорогу в этом месте, для водителя они предсказуемы, так как движутся с скоростью приблизительно 5 км в час. Но наши самокатчики, велосипедисты и прочие ребята, у которых повышенная скорость относительно обычного пешехода, в голове у них происходит следующий процесс. Они думают, что я прав, я на пешеходной дорожке, мне должны уступить. На пешеходном переходе. На пешеходном переходе, да. И мне должны уступить. И, соответственно, он, как бы окрыленный своей правотой в передвижении, проносится по зебре, и ему без разницы, с какой скоростью он это делает. Да. Потому что он понимает, что все должны ему уступить. Но водители не успевают сориентироваться, Да. и уже есть смертельные случаи в связи с этим. Вот. И сейчас в Госдуме рассматривается вопрос о, во-первых, ограничении скорости вот этих самокатов, которые они могут развивать, для того, чтобы они не сбивали вот бабушек всяких старых и так далее, вот сами не калечились. До этого была такая проблема, что только появились скутеры, ну, сколько-то лет назад, я не помню, там, они не считались транспортным средством. На скутере нельзя было ездить, ну, в потоке машин, да? То есть это... Да, да, Да? совершенно верно. А велосипед? Можно по правой стороне двигаться. Велосипедисту и всем остальным участникам движения, значит, можно прижаться у обочины, правой, да, да. вдоль обочины ехать всем можно. Ага. Вот. Но так как, еще раз говорю, эти скутеры имеют высокую скорость, они там и 60 километров едут и так далее, то есть людям, которые не знают правил дорожного движения, стало доступно транспортное средство, которое может развивать большую скорость и являться, по сути, полноправным участником дорожного движения. Незнание закона, как у нас говорят, не освобождает от ответственности. Да. Вот. И если ты не знаешь правил дорожного движения, совершенно тебя не избавляет от того, что ты попадешь и станешь виновником транспортного происшествия. Да. Понятно, что автомобилисту без разницы, Да. а человек, который за рулем, ну, насмерть просто. Они вылетают, пролетают там 10-15 метров кубарем, и там как шалтая-болтая их уже не соберешь. Затем в Госдуме также придумали правила, когда количество летальных исходов начало увеличиваться, они начали приравнивать вот этот мотоцикл к транспортному средству. Сначала они ввели, значит, правила для того, чтобы те, кто на скутерах, шлемы одевали. Ага. Потому что они часто вот вылетали головой, то есть это практически сразу черепно-мозговая травма, и там сотрясение, ну и зачастую летальные исходы. Вот. Им ввели сначала вот это, а потом уже и скутер приравняли к тому, что нужно сдавать на него на права, как бы. В общем, очень много проблем в обществе с порядком, то есть с обязательствами использования чего-либо. Такие дела. Ну, то есть то, что сейчас самокаты способны развивать такую скорость, по сути, сопоставимую со скоростью автомобиля. Ну, ты уж загнула со скоростью автомобиля. Не, ну... Но они являются как бы участниками. То есть, ну... Обладатель транспортного средства Да. норовит стать участником дорожного движения, так как понимает, что у него какие-то сопоставимые скорости с другими Да, участниками. но если взять, допустим, обычный велосипед и вот этот электрический велосипед, да, или взять обычный самокат и электрический самокат. То есть на обычном самокате или на обычном велосипеде можно спокойно ездить по пешеходной вот этой дорожке, и, по сути, даже если ты кого-то собьешь, Ну, то, по сути, ничего не будет. У тебя мало вероятности, что ты кого-то собьешь, но если только ты с и горки катишься, вообще, допустим. да, то есть это то же самое, что роликовые коньки, Да, да? да. А вот уже электрические вот эти вот... Проблема в лошадях. Проблема Ну в лошадях. вот, я и говорю. Тяговая сила. То есть как решить тогда эту проблему с вот этими новыми электрическими средствами передвижения, которые... Общество должно быть ответственным, и бизнес должен быть социально ответственным. И когда все соблюдают правила, если эти правила существуют, во-первых, надо выработать правила, а во-вторых, надо их соблюдать. Ну, вот, к сожалению, как говорится, есть хорошее выражение, я вот не помню, как дословно оно произносится, что-то типа «опыт пишется кровью тех людей,
которые его получают. И вот этот опыт желательно, как говорится, на себе не проверять. Вот у нас есть поговорка: дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих. Так вот, я уверен, что вот эти новшества с каршерингом, там, со всеми шерингами какими-то, самокат-шеринг, все что угодно шеринг, все эти проблемы уже были в тех странах, откуда они пришли. И они там что-то тоже выработали, вот эти решения. То есть они уже получили этот опыт в виде кровавых событий, они уже его учли, они уже издали какие-то нормативные акты, и уже люди, то есть уже внедряются в обществе для того, чтобы они как-то следовали им. В юриспруденции есть такое понятие: все, что не запрещено, то дозволено. И если это приносит деньги и пока не запрещено или как-то не регламентировано, нет никаких ограничений и так далее, и это выгодно, вот будьте уверены, что оно появится уже завтра, значит, возле ваших ворот, и будет приносить проблемы. Потому что те, кто вот это пытаются внедрять, они не заботятся о вот этом самом кровавом опыте. Им нужны деньги, которые вот это все... Они возьмут только то, что можно продать, а вот этот опыт и законотворческие нормы, они говорят: вот у нас там есть Госдума, пусть они и вносят это все. Им без разницы. То есть, конечно, если внедрять, то надо внедрять комплексно. Люди уже получили ошибки, они уже заплатили за это. Зачем мы должны еще раз за это платить? Но бизнес, капитализм – дело опасное. Ну, в общем... Хотя и прибыльное. В общем, люди, общество, государство должны как-то бизнес сдерживать в этом. Правильно я понимаю? То есть нужны какие-то законы, которые мы все должны... Вот, это должно идти... Власть должна сдерживать власть. Не люди. Люди являются властью, по сути, в каждой стране. Если там в Конституции так написано. Те представители, те представители нас, которые в Госдуме, которые... Да, совершенно верно. Они соответственно, законы. Должны слышать наши проблемы, они должны иметь обратную связь с населением, понимать, что у людей есть проблемы в связи со смертями и прочее, и вводить такие какие-то разумные ограничительные меры для нашей же безопасности.